Друзья, я снова всех приветствую и приветствую любителей турбореактивной тяги. Ну вот, дошло дело и до BMW. Скорее всего, друзья, буду частенько видео выкладывать. Пусть делать буду, может, не очень много за одну серию, но буду часто выкладывать. Это меня мотивирует, и в итоге я быстрее сделаю и быстрее мы поедем. Многие подписчики начали уже строить теории, что Бэха не поехала, поэтому нет видео про нее. Но чтобы точно понять, поедет она или не поедет, нужно ее сначала доделать. Итак, что у нас здесь происходит? Устанавливаю на вот такую раму, заимел себе моечку вот такую, починил агрегат, и можно будет помыть машину. Самое главное, что хочется сделать, это отмыть вот эту всю застарелую грязь. Также, возможно, придется эту процедуру и внутри исполнить. Ну а что делать? По-другому никак, ребята. По двигателю, значит, какие изменения и что я хочу сделать. Сделал систему охлаждения масла. Многие делают путем обматывания трубы вокруг входного устройства. То есть воздух здесь с довольно-таки большой скоростью движется. И если намотать трубы медной, например, кольцами вокруг, то этот воздух будет охлаждать масло. Ну а масло, естественно, будет циркулировать насосом и постоянно по трубе проходить, охлаждаться. Таким вот образом. Я сделал немножко по-другому, ребят. Мое масло будет охлаждаться топливом, поступающим в двигатель. Поэтому я сделал теплообменник по типу труба в трубе. То есть здесь большого диаметра труба и малого диаметра труба. По малой трубе будет проходить топливо. Оно все время свежее, холодненькое и будет охлаждать масло, которое сверху омывает эту трубочку. Чтобы оно не вытекало, оно находится в большой трубе, то есть ограничивается его пространство. Сделаны выводы, здесь я уже все припаял. Можете заметить, вот такая система охлаждения. Давай, да. Ай. Рама прикручена. Ну а теперь, ребят, естественно, после того, как двигатель установлен, надо мыть машину. Не хочу его просто снимать. Конечно, это немножко неправильно, но уж очень не хочется снимать. Сейчас я его буду защищать пленочкой от воды и будем мыть потихоньку. Чувствую себя каким-то рукожопом, ребят, при возне с этой ржавой бэшкой. Ну, чтобы ее восстановить, это надо несколько лет положить жизни на это. Я что-то как-то не готов, если честно, ребят, к таким вещам. Поэтому будем использовать как есть. Ну вот такое болото получилось. Нужно сушить его. Скорее всего, процедуру еще не один раз придется повторить. Мало было воды у меня. Здесь вообще, конечно, болото получилось. Жесткое. Ну, дно не пропускает, значит. Надо пробить. Вот. Короче, такие дела, ребят. Облегчаем бэху потихоньку. Наверное, еще килограмм 10 сбросила она грязи. В подкрылках очень много было, прям кусками отпадало. Ну и нужно уже потихонечку будет приступать к монтированию оборудования на панель. Возможно, вместо ручника рут поставлю. Ну, либо как-то совмещу. Ручник все равно здесь толком не работает. Бэшка потихонечку делается. Видите, через что приходится проходить, чтобы довести, так сказать, до стартового состояния ее.
Продолжаю корчевать кузов. Вот эта железка, конкретно это, весит 1100 грамм. 2200. Стекла 2,5 килограмма каждая. Маленькие, ну я думаю, так, по пропорциям, наверное, грамм 700. У меня уже здесь готов поликарбонат. С него буду делать стекла. Буду пытаться. Посмотрим, что получится. Но он весь вот этот кусок может килограмм 7-6 весит. Ну, естественно, он весь не пойдет. Будет легче раза в 3-4, я думаю. Стеклоподъемники тоже что-то весят. Можно, кстати, завесить. Получается ориентировочно 900 грамм каждый. По-прежнему все закрывается. Какого-то даже дребезжания нет. Вот эту резинку решил не удалять. Пусть будет. Поликарбонатик тоненький, легенький. Сверху защитные пленки, пока срывать не буду. Разница между стеклами. Пластмассовая 440 грамм. Уже два готово, кстати. А стеклянная весит 2,7 килограмма. То есть 2,3 килограмма выигрыш. Так, ребят, ну стекла уже есть. Это очень хорошо. Но ставить я их пока не буду, потому что надо все-таки отмыть полностью машину. Ибо они вымажутся. Лишний раз царапать. Все-таки поликарбонат, не стекло. Идем дальше. Небольшой разъяснительный момент, друзья, по турбовальной версии. Потому что я с ужасом понимаю, что далеко не все подписчики на канале понимают, что есть у меня вот такой агрегат. Это редуктор со свободной турбиной. Турбина, вот она. Если подключить к турбостартеру, сюда направляется поток реактивной струи, вращает вот эту вот крыльчатку. Ну а на выходе мы будем иметь крутящий момент свала. Здесь, насколько мне не изменяет память, 1 к 12, либо 1 к 13. В общем, максимальные обороты около 3000 здесь. Крутящий момент огромный. На 1000 оборотов, по-моему, 400 ньютонометров аж целых. Этот агрегат будет главным действующим лицом, так сказать, когда я буду собирать турбовальную версию. Надеюсь, здесь с подшипниками все в порядке. Будет много токарки, ребят, обязательно. И дело, думаю, пойдет веселее, нежели то дело, которым я сейчас занимаюсь. А именно реактивной версии. Реактивная версия, она просто для пробы. И для оттачивания систем запуска, для вывода ТРД в рабочий режим, то есть преследует много целей. Чтобы можно было сразу поставить вот это вот дело, прикрутить к коробке, придется выточить целый узел, чтобы это все отлично можно было соединить. И мы запитаемся на вал. Ну а те, кто сомневаются, что реактивная версия хоть как-то поедет, это мы еще испытаем. Я лично каких-то своих доводов заранее привносить не буду. Я уверен, что поедет. Ну а там посмотрим, насколько бодро. Далее приступил к изготовлению нового масляного бачка. Согнул лист алюминия на вальцах. Алюминий 2 мм. Оказывается, мои вальцы даже такое позволяют гнуть. То есть тут дело не в жесткости алюминия, а в том, чтобы можно было толстое туда просунуть. Просовывается очень жестко, там своеобразная конструкция. Для тех, кто никогда не видел, как выглядят мои вальцы, показываю. Вот здесь система автоматического поджатия валков рабочих. И вся упругость зависит от вот этой толщины металла. То есть при расширении в этой зоне, чем толще мы лист засовываем, тем сильнее здесь поднимается. Соответственно, металл в этом месте больше напрягается. Ну, то есть насколько его упругости хватает, неизвестно. Но вот на 2 мм я уже протестировал, хватает. Сейчас здесь нулевой зазор в спокойном состоянии. Как только я начинаю что-то туда просовывать, зазорчик увеличивается. Ну вот, в общем-то, удалось согнуть такой листик. Я не знаю, это конечная длина, либо нужно еще что-то будет наваривать, увеличивать его высоту. Скорее всего, так и нужно будет сделать.
Это будет маслобак, ребята. Не знаю, снимать ли процесс изготовления. Уже делал я бачок такой подобный, но квадратный. Тот бачок останется стоять на стенде. Потому что есть еще один турбостартер. Нужно будет восстанавливать и туда-сюда гонять все эти агрегаты. Ну, совсем не хочется. Поэтому я лучше всего сделаю заново. С учетом всех косяков прошлого маслобака. Постараюсь улучшить систему, чтобы не было выброса масла, чтобы внутри автоматически масло отделялось. Ну, надеюсь, получится на этот раз. Ну, а у меня, друзья, на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Жду ваших предложений в комментариях. Может, что-то интересненькое посоветуйте, что дальше делать с бэхой. Пока процесс идет вот так. Реактивная бэха не поехала пока, потому что мы ее еще не тестировали. А вот как начнем тестировать, будет видно, поедет она или не поедет. В общем-то все. Подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока.